Представляете, вот так сидите в затонированной машине, подходит к вам гаишник, такой говорит, сейчас я прибор возьму, померю, выпишу вам штраф. Ты такой, да, иди за прибором. А пока он отходит, а ну-ка, Тигран, исполни. Открываете окно, поколдовали чуть-чуть, и все, нет тонировки. А ну давай обратно затонируемся. А затонироваться как просто. Смотрите, просто опускаете стекло, абракадабра. Все, смотрите, с тонировкой. Надо 500 рублей платить. Вообще огонь, вот оно будущее, вот оно. Всем привет, у нас сегодня обзор обычный, потому что опять приора. Мы уже сбились со счета, я сейчас захожу, говорю, это вы какую приору делаете? Сережа говорит, я не знаю. И говорит, тут уже столько. Ну что-то в последнее время приоры к нам зачастили, а это из Самары. И из Самары даже зачастили, да, у нас две из Самары приора, еще черная. Мы будем ее снимать? Ну да. Вот, ну сначала серая, да, или коричневая, как это? Кориандр. Кориандр. Цвета кориандр приора с музыкой за 500 000. Ну там больше 500 000 получилось чуть-чуть, но чтобы не травмировать вашу психику, мы так округлили до 500 000. То есть сколько стоимость самого автомобиля, столько же и стоимость аудиосистемы, которую в ней установил Тигран. Приора из Самары, но владелец живет сейчас в Ставрополе, поэтому в лучших ставропольских традициях, перемешку с ростовскими, мы сделали этот автомобиль. Тут 3 полосы, и они все очень громкие. 2 сабвуфера 15 дюймов. 2 АГМ аккумулятора в багажнике и 1 под капотом. Мощный моноблок, мощные усилители на фронт. Сейчас мы вам это все покажем. И, конечно же, соседи Тиграна, бедных, которые давно не слышали музыки, наконец-таки сегодня они ее вместе с вами послушают. Мы ее обязательно запустим. У нас очень громко получилось. И сабовое звено, и фронт. Фронт прям очень, да, убивает. Тигран аж корчился внутри, я тоже корчился, очень громкий фронт получился. Начнем с под капота, как ты открыл его хорошо. Так, мы переняли хороший опыт у Вити Моца, теперь я тоже буду в кадре, потому что в кадре, когда вы говорите про оборудование, должен обязательно еще быть человек, который говорит про оборудование. Мотор у нас снова стоит 16-вольтовый, да, 16, вот видно вольтаж. 16-вольтный мотор, да, стоит. Генератор у нас стоит фирмы VPS, 253 ампер. Здесь у нас продублированы протяжки с генератора. Я всегда спрашиваю, нужно ли дублировать. Я не знаю, зачем вы это спрашиваете. Всегда лучше, чем больше, тем лучше. Установлен аккумулятор EM1000 Excite, очень, с хорошим очень пусковым током, очень компактный и не очень дорогой. Опять Кикс. Ну что это такое, Тигран? А там Урал. Посмотри, ну что это? Не снимай, не надо. Нет, почему? Я хочу снять. Кикс vs Урал. Я их подружил. Урал, смотрите. Они красивые, они просто золотые. Также установлен бачок с тормозной жидкостью. Проводка силовая у нас ПВ3, 50 квадратов идет с генератора к аккуму, и отсюда пошли протяжки по 70 квадратов каждая. Всего у нас идет назад 2 плюса и 2 минуса. По обшивкам ты сам делал, Тигран? Твой ученик Кирилл? Имя Кирилл для инсталлятора — это не всегда хорошо. Так, обшивки делал Тигран совместно со своим учеником, да? Ты уже учитель? Я учитель. Учитель. Я учитель. Спасибо, учитель! Не за что! Итак, у нас установлено 4 пары 410-х Etin Sound. Одни из самых громких среднечастотников, может самые громкие, не знаю. Также Eminence, американцы, Beta 8A, да, они называются? Забываю все время. Очень мощные мидбасы. И 2 твиттера Т-35. Вот это, наверное, самое слабое звено в этой двери. Вот такая вот калитка получилась. Тяжелая, ну не скажу, что тяжелая, в принципе, в меру. Закрывается дверь нормально. Дальше начинается, а может и продолжается лакшери. У нас магнитола установлена 99-й Пионер. Вот такой вот у нас здесь хай-энд на эстрадную музыку. Эстрадный магнитофон, да? Часто троллят, говорят, ты магнитофон называешь магнитофоном. Магнитофоны на кассетах же, да, работают? Ну, я привык так говорить, я просто из того поколения, когда мы на кассетах и слушали. Я еще и бобины застал. Сейчас взорвется у половины этих мозг подписчиков. Что такое бобина? Да, не все. Если вы не знаете, что такое бобина, пишите, что вы не знаете, что такое бобина. Установлено 2 вольтметра. Один показывает вольтаж спереди, другой сзади. И, собственно, по салону все. Заводской вид, да? Но в каждой шутке есть доля правды. Заводские остались ручки, и это круто. Не пришлось ставить кнопки, тяги. Вот этого всего нет. Также в штатном месте осталась ручка открывания двери и стеклоподъемник. Так что, в принципе, кусочек штатки здесь выжил. Также открывается бардачок.
Да ладно. Чуть-чуть, да. Да не открывается он ни хера. Ну я тогда пытался, не открывался. Вот так открывается. Ну на чуть-чуть открывается. Ну это не открывается. Ну почему? Документы можно закинуть. Да не открывается. Давайте теперь посмотрим, что у нас сзади. Сзади у нас фазоинвертор прямо на улицу. Смотри. А что там? Тун-дун-дун-дун-дун. Смотри там что. Вон. Нет, вон, смотри, вон. Вон, видишь? Вон. Да. Вон, смотри. Че, вы наложили кирпичей? А, не ожидали? Audio Extreme. Вот оно, эпическое возрождение легендарных, можно сказать, сабвуферов. Именно эти сабы только в 12-дюймовом размере стояли в тринашке, которые и дали тринашке эту популярность. Или она дала сабам, да? Да. Здесь я, к сожалению, вам не могу показать сейчас, но прикреплю, потому что поснимал заблаговременно. Под полом установлены два аккумулятора Excite EK950. Боком скоммутировано все медной шиной. Предохранители, ну, самодельный такой дистрибутор. В багажнике, собственно, вот только питание. Усилители же у нас расположились за задней спинкой. Не надо нам говорить, что у нас качество не растет. Вот видите, Тигран мастер по свету, он какой, видите, сегодня нам свет организовал. Сразу два фонарика в iPhone. Короче, видно и хорошо. Наш девиз. Ого, 1500 DevBones. Мощнейший двухканальный. Я бы сказал, моноблок. Он произошел от ОГО 2000D, который был одноканальным моноблоком, работающим в широкую полосу. Здесь у нас целых два канала. Чуть слабее, но дури здесь просто немерено. Он просто разрывает, вытаскивает весь максимум и еще чуть-чуть из 410-х. Он работает, все его два канала по каналу на каждую дверь, на 4 410 каждый. М154 мачете играет на Eminence Beta, и на твиттеры установлен М84. И Audio Extreme 5500 расположился на специально сделанной сзади фальше. Что, осталось включить, да? Настроечки давайте я вам покажу быстро для тех, кто интересуется. А те, кто не интересуется, а хочет валево, пусть чуть подождут. До того, как мы покажем магнитофон, давайте посмотрим, как суровые самарские пацаны, или ставропольские, как они борются с тонировкой. Видите, растонировались полностью. Да. Оп, и затонировались сразу. Ты смотри, я так тоже хочу, Тигран. А ну еще сделай наоборот. Смотрите, это волшебство. Раз, растонировался. Огонь. Слышь, вот это кайф. Представляете, вот так сидите в затонированной машине, подходит к вам гаишник, такой говорит: сейчас я прибор возьму, померю, выпишу вам штраф. Ты такой: да, иди за прибором. А пока он отходит, а ну-ка, Тигран, исполни. Открываете окно, поколдовали чуть-чуть, и все, нет тонировки. А ну давай обратно затонируемся. А затонироваться как просто. Смотрите, просто опускаете стекло, абракадабра. Все, смотрите, с тонировкой. Не надо 500 рублей платить. Вообще, да? Огонь, вот оно будущее, вот оно. 30 тысяч, да? Да. У нас Приора с новейшим дизайном, очень приятный, очень приятным. А что ты ржешь, мне правда нравится. Выжигает аж глаза. Ярко, белое, красиво. Так, и 99-й Пионер. Да. Вольтаж. Смотри, как валит. И сразу валево пошло. Так, мы сейчас покажем вам настроечки. Сабвуфер у нас порезан на 63 Гц сверху, на 25 снизу. Это у нас мидбасы. Они играют от 125 до 315. Очень узкая полоса, но из-за этого получилось с них вытащить очень неплохой панч. 410 у нас рубят от 400, и это я перестраховался. Можно опускать ниже, но мы делали такую максимальную громкость, чтобы аж уши охреневали. Вот, и подрезаны сверху на 6,3, в принципе они дальше и так не особо-то играют, и пищалки порезаны на 8. Ничего необычного, чуть-чуть уровни подрегулированы, эквалайзер flat, и стоят initial, ну, при заводские установки задержек, в принципе они работают нормально. Единственное, что если делаете задержки, лично я так делаю, вот удерживаете вот эту правую крутилку и регулируйте каналы. Если вы ставите задержку
Перед тем, как поставить задержку, вам просто нужно выбрать вот здесь. И если вы выберете здесь позицию лево или право, то у вас зачем-то Пионер, для меня лично это всегда было загадкой, делает разные уровни. У вас будет выглядеть примерно вот так. Левый канал будет тише правого. Или наоборот, я не помню. Ну, мне так настраивать неудобно, я делаю их звучащими одинаково и потом уже довожу задержки. Так, мы вам показали магнитолу, мы вам показали динамики, мы вам показали усилители, сабвуферы, вольтметры, приору. Нам остается включить музыку. Эта песня посвящается Леше Джею. Леша Джей. Он постоянно просил нас раньше его пропиарить. Он и про нас в своих треках читает. Нормальный пацан, говорит, запиарьте меня. Вот нормальный трек пропиарим. Все остальные треки у Леши Джея говно, да? Конечно, говно. Потому что он ни одного трека для меня не записал. Запиши Тиграну трек, он говорит, все треки говно, про Тиграна нету. Он сейчас опишет, что ты рукожоп, там что-нибудь такое. Да? Леша, короче, пишешь трек про Тиграна, тогда мы включаем твой трек. Вернее, ладно, авансом. Сейчас мы включаем. А ты пишешь трек. Да, Леша Джей. По дорогам, громкая лада по дорогам катит. Кстати, тематично, да? А ну-ка, сейчас посмотрим, громкая у Леши Джея лада там. Я и моя банда, куда едем, не знаю куда-то. Навали погромче, приятель, уносит даль, нас громкая лада. Садись, прокатим, на бензин только есть передайте. Чувствую себя как Бугатти, говори куда тебе. Громкая лада по дорогам катит. Сзади бумер, не обессудь, если бампер свалится прямо тебе по лицу. Машина держится на стяжках, слышно пердит, затушив кредит. Да, мама говорит, зачем утро заклеил, сын, ты теперь как бандит. Да, папа говорит, чем выше машина, сын, тем беспочет. Задняя стойка стучит, музыку погромче, чтоб не слышать этот чертов скрип. Машина рассыпается, пока пачат меды, двери на петлях, тема невместительная, нихуя. Это спорный вопрос, чем грузить, смотря. Лично у нас в багажнике сами стоят. И это как магнит, стоит один раз услышать и сразу манит. Все сразу хотят сабик себе запилить. И чтоб не просто бум-бум, а чтоб и давил. К черту ваше мнение о защите тачек. Машина хоть и сыпется, но уверенно тащит. Для пацана тачка то, что надо. Это громкая лада. И кока-кола на закусочку, да? Cocaine is my girl, fine. Order, yeah, my girl, Forge can. Just put your skin in yours. Приложение часто спрашиваете, вот Lazy Tool я пользуюсь в основном, оно офлайновое, здесь нет музыки через интернет. HD Player тоже офлайновое, раньше я им пользовался, сейчас почти нет. Если надо через ВКонтакте послушать, слушаю через приложение ВКонтакте. Так у нас получился очень громкий и достаточно стабильный проект. Сейчас повалили, пока соседи не начали возмущаться. Если здесь в этом дворе машина валит, пока соседи не начали возмущаться, значит стабильный уже, короче, проект получился. Слабое звено здесь самое, это, наверное, твиттеры и шкив на генераторе. Наверное, вот его доработать, чтобы на холостых заряжалось. Чуть-чуть добавляешь газу, буквально там 100-200 оборотов, зарядка идет отлично. Но на холостых гена практически заряда не дает. Ну, это не очень хорошо, но, в принципе, если владелец, человек адекватный, будет подгазовывать, когда сильно валит, либо переделает шкив. Мы этого сделать не успели, ну, надо уезжать человеку. Очень дорогая, очень породистая система получилась, и надо признать, что очень громко. 4 пары 410-х, это вообще не шутки. Реально внутри, когда сидишь, вот неподготовленный человек, ему больно. Ну, действительно, настолько громкая середина. Твиттеры догоняют, но вот твиттеры, наверное, так самое слабое звено в этой аудиосистеме. Их можно включить громче, я бы включил, но машина издалека. Лучше потом пусть люди сами экспериментируют, накручивают. В принципе, поменять подвижку не так уж и сложно на этих твиттерах и недорого. Поэтому тут только путем экспериментов можно их вывести в нормальную громкость. И они тут должны играть еще громче, чтобы догнать до 410-х. Ну и так неплохо, да, Тигран?
в принципе, получилось. И возрожденный Audi Extreme. Конечно, было приятно их снова увидеть. Эта пятнашка у меня не одна сдохла в Форде. Я участвовал в краш-тестах альфардовских, когда они только начали возить первые сабвуферы. Это были именно первые альфардовские сабвуферы Audi Extreme. Вот, жег, показывал, давали с другими катушками, то есть экспериментировали. Ну и тонировочка, меня удивила, я думаю, у вас тоже отлично работает. И такая вот незаменимая в наше время вещь. Хочешь тонированный езди, хочешь не тонированный, вообще супер. Также стоит отметить довольно неплохой уровень баса, который получился, несмотря на то, что машина не просто седан, но еще и за задней спинкой установлена фальш, которая, в принципе, закрывает практически полностью сообщение салона с багажником. Обычно в таких инсталляциях очень сложно добиться нормального баса, но здесь он есть, под клуб самое то, такой прям герц на 42-45, вообще шикарно, прям стежит, отличная басуха получилась, для седана тем более. Все, если у вас есть вопросы по этой приоре, пишите в комментариях. Если вы собирались написать, лучше бы машину нормальную купил, идите сразу вообще на какой-нибудь вообще очень другой канал. Идите на канал, знаете, где дети киндер-сюрпризы распаковывают, это вот для вас, значит. Там канал. подписчиков больше, чем у нас. Идите им пишите, короче, лучше бы мне отдали, лучше бы приору купили. Да. Ну, кстати, иномарку зарядишь, говорят, я на эти деньги лучше бы приору купил. Приору зарядишь, говорят, я бы лучше иномарку купил. Все знают, как лучше. Мы знаем, как громче. Все, это был Аутсан, всем пока. А мы Инстаграм. Живите громко. Что? Дай, Инстаграм надо. Сам пиарь свой инстаграм, вот все. На тебе микрофон. Короче, надо подписаться больше, чем у Саши, чтобы было подписчиков Да сделать. не будет у тебя больше. Нет. Да будет. Не будет. Инстаграм, где твой Тиграна написан? Покажи. Вон. Вон на приоре. Вон на двери, видишь, написан? Двери? На двери вон Инстаграм Тиграна. На крыле и двери. А, вот. Видишь? Вижу, да. Все, подписывайтесь на Тиграна Инстаграм. Слышь, ты мне бабла должен за рекламу. Всем пока.